Please, I beg you! 10 лет назад на этом же месте были визги, крики, потому что приехали Роллинг Стоунс и Скорсезе. И в этом году тоже будут визги, крики, но мы будем обходить их стороной, потому что я уже не такая наивная. Просто потому что. За следующие 10 дней я буду проходить эту дорожку примерно 70 раз. Берлин – это город, в котором по правую руку от вас немножечко ультрареализма, а по левую – остатки Берлинской стены. Ультрареализм, реализм. Фестиваль еще не начался, уже хочется есть и спать постоянно. На данный момент мне подтвердили 10, может быть 11 интервью. Неплохо для начала, но надо больше. Намного больше. Больше интервью. Больше. Первый день фестиваля я успела посмотреть один фильм. И по привычке попросила приглашение на вечеринку открытия. Мне его дали, теперь побегу домой переодеваться, потому что там написано черный галстук. У меня как раз с собой черный галстук. Заодно и поем. Когда нет времени готовить, всегда найдется время для маленькой берлинской шавухи за 3 евро. Hello. Hello, how are you? What are you doing here? Now I'm drinking, but I also show a film at the Berlinale. Why did you do that? Why did I do what? A film. That's a good question. А что вообще самое главное в мужчине? В мужчине самое главное ум. Красивые руки и широкие плечи. Ровные ноги. Люда, 10 лет на фестивале. Ты решила, что ты на нем делаешь? Это были разные годы. Все начиналось с того, что я, конечно, ничего не понимала, только пила, веселилась, просыпала интервью и фильмы, ничего не смотрела, ни с кем почти не разговаривала, отлично проводила время. Последние года 3 у меня были годы тяжелой работы, когда я вообще не пила, не веселилась, не танцевала, только работала, смотрела фильмы, разговаривала с интересными людьми. В этом году я подумала, ну я уже и пила, и веселилась, и разговаривала, и работала, и что же делать? И вот решила, пора заглянуть поглубже на фестиваль и рассказать свою вот версию. Вот рассказываю. Спасибо, что спросили. Первый день подошел к концу. Я посмотрела один фильм, сходила на одну вечеринку, объелась. Очень хочется спать. Was it scary or was it fun for you to watch? It was scary and fun at the same time. An intense physical experience because of the loudness, and I felt it in my whole body, and I never believed before that you can hear with your body. Oh yeah, when they're inventing it, they feel really like, yes, we are inventing it. Yeah. And normally you don't think about that, you know, because you only think it's bad because it kills people. You know? Right. So that was cool.
drugs, would you consider taking them for the first time on this party? Like if you were a teenager and never taken them before? Yes, I would. That would be the party, right? I just Why do you have some? James, why transporting is so important to you? Because it was my youth. That's why. That's exactly what your youth was about. Yeah. Well, no, but it was just a kind of, it was just a thing we did in the 1990s. What, spotting trains? Yeah, exactly. Spotting trains. Закончился второй день фестиваля, такое чувство, что прошла целая неделя. Спокойной ночи, до завтра. У меня раскалывается голова. Уже посмотрела 2 фильма и сделала одно очень интересное интервью про атомные бомбы. How do you feel? How do you feel in the same elevator with the whole group? You know, I think somehow it doesn't really exist. It's Europadding. If you say I'm a little bit German, I'm a little bit Luxembourg, I'm a little bit Polish, I think it just doesn't really work. Я иду смотреть фильм Брюса Ля Брюса. Будем надеяться, что Брюс Ля Брюс не сбежит никуда. Вот я уже сбегаю. Well, to be honest, I can't quite remember because it was improvised. I think I was yelling directions, or I was saying from behind the camera, okay, now do this and do that. But it kind of took on a life of its own at a certain point. So I'm not even sure it was predetermined who was going to kill who. Самое сложное — это болтать само с собой. Сложно приставать на улице к людям, но что-то рассказывать, вот это вот черное пятно, еще сложнее. Все, пора спать. Или просматривать видосики, которые я завидно снимала. 3,5 часа интервью. 3,5 часа. I would say the first reason to watch Night of the Living Dead is that millions of other people have, and they've all appreciated it. And then the second reason to watch it again is because there will soon be a new release of Night of the Living Dead that is a restoration that's been impeccably done. For me, who made the film, it was it has been an enlightening experience to see it again in a different light, in a different way. Did you enjoy doing the interview? Just tell me. Oh yeah. Because it wasn't really an interview. It's like sitting and having a conversation with someone. Which is the best interview. Алекс опаздывает, я волнуюсь ужасно, мне говорит, это интервью, которое я ждала больше всего. И оно, скорее всего, не случится. So we started off with an art department that was analog, painting with acrylic on board, and we ended up as the first fully digital art department. Скажи мне, пожалуйста, какая твоя самая большая мечта? Не знаю, мне кажется, все мечты сбылись уже. Самые большие. А следующая маленькая? Не знаю, хочется, чтобы снова наступили мирные времена. У тебя сколько сегодня интервью? 15, да. 15. Сейчас 10:30, и завтра твое первое интервью во сколько? 7:40. Удачи. Спасибо. You don't like it? This is my job. But do you actually like it? Yes, I must erase it. Yeah, but if that otherwise you like it? No. It's okay. It's okay. Это был самый тяжелый и самый важный день за весь фестиваль. 3 интервью, которые интересовали меня больше всего, случились в один день. Мне кажется, после этого я уже могу почти все.
И если вам надоело смотреть на меня размазанную, с размазанным макияжем и уставшую, то вспомните, как выглядела Аскольд после 15 интервью. И вот мы так на фестивале чувствуем себя каждый день, начиная с первого. I do not feel sad. I am not particularly discouraged about the future. I do not feel like a failure. I get as much satisfaction out of things as I used to.